Всем привет, меня зовут Юлия Гензина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Приветствую вас из небольших джунглей, но речь сегодня пойдет не об этом. В этом ролике мы с вами поговорим о моем новом мозаичном проекте. Я бы сказала, что это настоящая мозаика, самая мозаичная мозаика, которая только может быть. Итак, что мы будем делать? Сначала мы подробно рассмотрим этот плед или ковер, как вам больше нравится. Поговорим про технику, поговорим про цвет, поговорим про пряжу. А дальше, после того, как вы все это увидите, вы обязательно спуститесь в описании к этому видео и найдете там ссылку. По ссылке вы перейдете в чат, где вас ждет начало схемы к этому пледу или ковру. Что такое начало схемы? Это значит, что первые несколько рядов. Дальше, как только вы свяжете эти несколько рядов, вы мне стукните, и я вам дам ссылку на следующий этап. И так далее мы с вами вместе свяжем такой прекрасный плед или ковер, как захотите. Напоминаю моим подписчикам в ВК и на Бусти, что вам доступна схема уже в полном объеме. Итак, давайте посмотрим подробнее, что же это за плед такой. Ну что ж, давайте рассмотрим этот прекрасный проект подробнее вблизи. Сразу скажу, пряжа кавказская, она же карачаевская, крючок 5,5. Это дало плотное полотно, оно подходит и для ковра, и для пледа, но при этом для пледа подходит, безусловно, оно вполне себе струится даже еще до стирки. Но довольно толстое, то есть если вы хотите потоньше, конечно, нужно выбрать пряжу чуть потоньше и крючок соответствующей толщине нити. Теперь про технику. Это мозаичное вязание крючком центровое, то есть мы вяжем из центра. Мы с вами уже вязали несколько проектов из центра. У меня на канале есть урок по вязанию центровой мозаики. Обязательно посмотрите, в книге это в моей все есть. Вяжем из центра вот отсюда, постепенно увеличивая полотно за счет прибавок по его диагоналям. В чем большой плюс центровой мозаики? В том, что не нужно обрывать нить. Нити, которые у вас вот здесь вот перекрещиваются на изнанке, вот вы можете это видеть, по углу. То есть одну нить, которая не используется, мы ее оставляем, вяжем второй нитью, потом их перекрещиваем, нить первого цвета бросаем и подхватываем нить второго цвета. Очень удобно. Почему это еще удобно? Потому что вы можете не зависеть напрямую от количества имеющейся у вас пряжи. А вы, если у вас там какого-то цвета мало, как у меня, например, было горчичного, я с него начала, чтобы его на меньшем фрагменте уже весь извязать и потом вплетать цвета, которых у меня больше в наличии. В данном случае центровая мозаика еще и не ломает рисунок. Как вы знаете, я очень люблю рассматривать именно такие узоры, рисовать таким образом, чтобы диагональные линии, вот эти прибавочные, не ломали рисунок. Конечно, этого достичь в абсолюте бывает сложно, но визуально часто получается связать, нарисовать сначала, а потом связать полотно таким образом, что вот эти вот углы не рушат рисунок, не ломают его и составляют единое полотно для глаз. Итак, в данном случае я хотела уложить именно пэтчворк. Пэтчворк из центра, таким образом, чтобы в углах элементы тоже походили на те, что мы вырисовываем по сторонам. И вот что мы видим. Начинается у нас вязание с 4 таких вот маленьких квадратов, да, маленьких фрагментов. Дальше несколько рядов прямого бордюра. И потом эти же маленькие квадратики у нас уже начинают располагаться по сторонам, постепенно расширяя полотно. Дальше еще немножко прямого бордюра. Вот у нас уже эти элементы увеличиваются. Обратите внимание на углы. Они идентичны. Элементы в углах идентичны квадратам по сторонам. Дальше опять несколько рядов прямого бордюра. Дальше квадраты чуть побольше, с уже другим рисунком, но опять же в углах он абсолютно остается таким же. Обратите внимание, что между квадратами нет промежутков, то есть размер квадрата я рассчитывала таким образом, чтобы он четко уложился в расширяющееся полотно. Далее опять несколько рядов прямого бордюра, и вот у нас уже квадраты большего размера, с похожим рисунком, но немножко другим. Да? Опять же на углах, обратите внимание. Рисунок такой же. И тоже никаких промежутков между квадратов нет, то есть это ровно тот самый пэтчворк центровой. Как я вам говорила в предыдущем видео, вдохновили меня палестинские вышивки, потому что там как раз часто можно встретить рисунки, расширяющиеся из центра такими вот квадратиками с разным рисунком. Дальше опять несколько рядов прямого бордюра и новый элемент, новый дизайн квадратиков по размеру сходных вот с этими.
да, но внутри у него другой рисунок. И так продолжается этот квадрат бесконечно. Здесь я связала до метра размер, но на самом деле это лишь треть рядов, которые нарисованы в схеме. Таким образом, дальше мы чередуем через несколько рядов прямого бордюра разного размера квадраты с разным дизайном внутри. В чем большой плюс работы над этим проектом? В том, что я для вас уже рассчитала размеры этих квадратиков в каждом вот этом вот ряду, таким образом, чтобы они четко сложились в нужный размер, в нужную длину, да, в нужную сторону квадрата, без пробелов между ними. А дальше вы можете внутри подставлять любой рисунок из предложенных мной или можете нарисовать сами. То есть это такой, как обычно, комбо. Да? То есть вы можете, например, здесь вместо вот этого дизайна использовать вот этот, да, просто внутри связать его вот таким. Можете чередовать, то есть не обязательно в одном ряду использовать только один дизайн, хотя все-таки, забегая вперед, скажу вам, что визуально смотрится круче, когда все-таки в одном ряду один рисунок. Чтобы развлечься, видите, я иногда располагала его симметрично друг от друга. Несколько рисунков вы найдете больших квадратов, соответственно, вы тоже сможете менять местами полосы, если захотите, или даже сам дизайн внутри сторон. То есть вариантов исполнения такого пледа или ковра будет множество. И в этом, конечно, большой кайф посмотреть, как вы это придумаете, или вязать ровно по схеме и получить то же самое, что у меня. Очень важный момент – это работа с цветом. Давайте посмотрим на цвет. Я здесь пошла по легкому пути, я выбрала довольно простые в работе оттенки, а именно молочный, горчица, светло-серый, темно-серый. При этом основной цвет у меня здесь молочный. Что значит основной? Он фоновый. Он оттягивает на себя все внимание, он бросается в глаза, и он дает нам главную краску. То есть, когда мы смотрим на этот плед, мы понимаем, ага, он светлый. Почему светлый? Потому что основной цвет в нем молочный. С молочным цветом очень легко сочетать другие цвета, и в данном случае, и когда он в паре с горчицей, и когда он в паре со светло-серым, и когда он в паре с темно-серым. Рисунок виден отлично, цвета контрастные, при этом сглажено, не ярко, и очень легко будет встроить в любой интерьер, как я люблю. Обратите внимание на расположение цветов. То есть я начала с пары молочный горчица, связала внутренний первый элемент. Дальше мне нужно отделить его от следующего элемента. То есть каждый пэтчворкский, да, элемент отделен, как я говорю, прямым бордюром. Вот таким вот. Здесь прямой бордюр, здесь прямой бордюр, здесь прямой бордюр. Соответственно, для прямых бордюров я изначально выбрала для себя пару молочный со светло-серым. И эта пара у меня держится, и отделяя внутренний элемент, и отделяя последующие элементы. Кроме вот этого. Да, вот здесь я только один молочный отделила, и дальше уже пошла, потому что слишком маленькие вот эти вот квадратики, не хотелось их сильно отделять от следующего элемента. Хотелось их сделать немножко единым таким полотном. Но дальше, когда я продолжу вязать, я буду придерживаться этого правила. То есть всегда у меня прямые бордюры будут сочетание молочного со светло-серым. Зачем это нужно? Это делает полотно более единым. Да? То есть когда глаз смотрит, он сразу цепляется за эти одинаковые повторяющиеся элементы. Особенно здесь удобно их зацепить взглядом, потому что они еще и позволяют вот этот вот эффект раздвигающегося полотна организовать, да, то есть мы сразу видим, ага, вот эта полоса, вот эта полоса, вот эта полоса, и далее она будет повторяться. Это даст дополнительный оптический вот этот вот расширяющийся эффект, очень интересный. Это первое правило, которое я себе здесь придумала. И второе правило, поскольку у меня центральная часть пледа выполнена в тонах горчицы и молочный, то есть у меня раз, два, три, целых 4, по сути, да, пэтчворкских элемента выполнены в этой паре. Дальше я от горчицы отказываюсь, тут горчица у меня закончилась, но чтобы единое полотно не выглядело как в основном серо-белое с каким-то горчичным центром, мне нужно было напомнить зрителям потом, что эта горчица здесь не просто так. Поэтому следующий большой элемент, который был связан уже в новой паре цветов, темно-серый и молочный, я отделила уже другой парой.
прямого бордюра, да, молочный и горчица. Зачем? Затем, чтобы зрительно связать эти два элемента, эти две части, чтобы зрительно было понятно, что центр не сам по себе, а он передает условно привет, да, дальнейшей части пледа, что он создает единую картину. Поэтому здесь было важно, здесь я светло-серый, который использовалась здесь, заменила на горчицу, и тем самым полотно соединилось, да, оно приобрело единый формат. Чем дальше, тем больше будет расширяться этот плед, тем через большее количество рядов мне нужно опять напомнить про горчицу. Я думаю, что, например, в следующий раз это понадобилось бы через 2 или 3 таких широких ряда. Раньше не нужно было бы, потому что полотно расширяется, и логично уже напомнить будет об этом центральном элементе ближе к его там, 4-й какой-нибудь части. Больше с цветом здесь не было особенно никаких секретов. Повторю, что пары здесь простые, контрастные, при этом хорошо сочетающиеся друг с другом. Ну что ж, вы знаете, да, там про мой эксперимент с этим горчичным цветом. Вот здесь я вам в Telegram показывала, что его чуть не хватило, но я очень вам хотела этот момент показать. Не хватило его буквально здесь вот на этот небольшой отрезок, на 20 сантиметров. Не делайте, как я, не оставляйте такой отрезок, хотя это, конечно, визуально мало заметно, но я это сделала намеренно, потому что очень хотелось вам показать эту связь. Именно вот этой горчицы и центральной. Что ж, могу вам с уверенностью сказать, что вязать этот проект было очень быстро. Рисунок расширялся на глазах. Было интересно посмотреть, как будут сочетаться разные дизайны друг с другом. Вязать легко, потому что, это такая ловушка центровой мозаики, потому что вы вяжете вот этот особенный элемент очень быстро, потому что он маленький, и не успеваете понять, когда у вас полотно уже расширилось настолько, что вязать вы стали медленнее на самом деле. Но кайф неимоверный, оторваться тяжело, и всегда помните о том, что если вдруг нитки закончились, вы устали, хочется переключиться на другое, то можно закончить его на нужном размере хотя бы для подушки. Здесь удобно вязать его чуть большего размера, чем сама подушка, и потом сложить ее конвертом, и вот, пожалуйста, вуаля. Вот, кто-то из вас, видимо, и остановится на подушке. Я буду смотреть за вами в чате. Надеюсь, что все-таки большинство продолжит вязать дальше, переходя от этапа к этапу. Ну что ж, надеюсь, я вас очень увлекла. Надеюсь, вы уже точите крючки и уже разбираете свои склады пряжи, чтобы выбрать подходящую. Напоминаю, что в описании к этому видео вы найдете ссылку на чат. Переходите скорее. Приятного вязания, жду вас там и будьте здоровы. Пока-пока.